Всем привет! Сегодня готовим яблочный пирог. Много начинки и очень вкусное нежное тесто. Все очень просто. Здесь у меня 150 грамм растопленного сливочного масла. Сюда же добавляю 120 грамм сметаны, это где-то 4-5 столовых ложек. Хорошо все перемешаю. Сметану можно брать любой жирности, я беру обычно где-то 20-25%. Просеиваю сюда 200 грамм муки. Если готовите без весов, то это будет 1 стакан объемом 250 мл, плюс еще 2-3 столовых ложки. И смешиваю муку с чайной ложкой разрыхлителя. Муку просеиваю постепенно, не всю сразу, и если будет нужно, я буду смотреть, ориентироваться по густоте теста. Можно добавить еще, или наоборот, добавить немного меньше. И вот таким образом замешиваем тесто. Этот пирог также называется цветаевский, возможно, вы слышали его под таким названием. Цветаевский пирог – самый популярный яблочный пирог, конечно, после шарлотки. И отличается он от шарлотки тем, что если шарлотка – это бисквит с яблоками, то цветаевский яблочный пирог – это нежное, песочное, мягенькое тесто, много сочной вкусной начинки и обалденная кремовая сметанная заливка. Посмотрите, тесто мы с вами уже приготовили, видите, какое оно мягкое и нежное. Вы можете, если у вас есть немного свободного времени, можете положить его в пакет или завернуть в пищевую пленку и хотя бы на полчасика убрать в холодильник. Оно будет лучше раскатываться, если немного полежит в холоде. И вообще у вас есть два варианта. Вы можете, как я уже говорила, раскатать тесто при помощи скалки, а можете даже не брать скалку в руки. Оно такое мягкое, что вы просто легко можете размять его руками по форме. Выбирайте тот вариант, который вам будет более удобным. Я вот так вот его раскатала и теперь аккуратненько переношу в форму. Форма у меня диаметром 24 сантиметра. Вы можете брать форму диаметром 24 или 26 сантиметров. Вот так вот распределяю тесто в форме. Вот такая красота получается. И я убираю форму с тестом в холодильник, пока буду готовить заливку для пирога. Для заливки смешиваю 350 грамм сметаны. Сметану, как я уже говорила, можно брать любой жирности, но чем жирнее, тем получится вкуснее пирог. К сметане добавляю 250 грамм сахара. Вы можете добавить немного больше или меньше по вашему вкусу. Разбиваю 2 яйца. И обязательно добавляю чайную ложечку ванильного экстракта. Вы можете заменить его ванильным сахаром. Тогда пирог по вкусу получится как мороженое пломбир. Хорошо перемешиваю крем и в самом конце всыпаю 40 грамм муки, это примерно 4 столовых ложки. Все уже практически готово, осталось еще лишь разок перемешать крем и займемся яблоками. Яблоки очищаю от середины, от семян, можно их не очищать от кожицы, и нарезаю тоненькими ломтиками. Я воспользуюсь таким слайсером специальным, но их спокойно можете нарезать при помощи обычного ножа. Яблок для начинки я беру 3-4 крупных штуки. В общей сложности это где-то 500-600 грамм. Вот так вот мы нарезали яблочки, посмотрите, такие тоненькие долечки. И я уже достала тесто, форму с тестом из холодильника. Посмотрите, как хорошо тесто застыло. И теперь я для того, чтобы получился ровный красивый бортик, аккуратненько срезаю ножом излишки теста. Просто прохожусь вокруг. Теперь выкладываю сюда яблочки. Только посмотрите, сколько здесь много яблок. Начинки будет очень много. Осталось только залить яблоки нашим сметанным кремом, сметанной заливкой и отправить в духовку. Духовку я уже заранее разогрела, она уже горяченькая. Температура духовки 180 градусов, и выпекаться яблочный пирог будет примерно 50 минут. За это время пирог уже полностью дойдет до готовности. Тесто станет красивого золотистого румяного цвета, заливка станет густой и не будет течь, а яблочки станут мягкими. Друзья, сочетание нежного крема с яблоками просто изумительное. Если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «Хочу пирог». Я буду очень рада. А также я буду очень рада, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите. Мне очень хочется поближе познакомиться с каждым из вас. Этот яблочный пирог можно кушать сразу, но он станет гораздо вкуснее, если вы хорошо его охладите в холодильнике. Тогда его нежный изумительный яблочный вкус раскроется во всей полноте. Если вы любите корицу, вы можете добавить немного корицы в начинку. Это как раз вариант для любителей яблочных пирогов с корицей.
О боже, друзья, я вам так вкусно рассказываю, что у самой разыгрался аппетит. Пойду отрежу себе кусочек, налью чашечку ароматного чая и с удовольствием и с прекрасным настроением скушаю кусочек яблочного цветаевского пирога. Спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю. Напомню, что с вами была Олеся. Вы на канале Готовим дома. Желаю всем приятного аппетита, вкусного яблочного пирога. Всем пока-пока и скоро увидимся!